Добро пожаловать на первый выпуск нашего блога. Надеюсь, что сразу он получится смотрибельным, это не будет первый блин комом. Сегодня покажем, как мы с Гошей в сентябре еще 2020 года сходили на классное автомобильное мероприятие Wheels and Chains, посвященное старым американским машинам в центре Москвы. Они были расставлены на довольно прикольной локации, и я взял с собой вот такой фотоаппарат Mamiya 7, довольно известный и популярный у всех любителей среднего формата, потому что в таком форм-факторе, вот такого размера фотоаппаратов совсем немного. И вот он снимает на 120-ю пленку, довольно резкой оптикой, 80 мм диафрагма 4. Если переводить на 35 мм, это аналог примерно 50 мм, то есть такой полтинник портретный. Ну, в то же время я на него попробовал поснимать какую-то такую эстетическую фотографию с частями автомобилей старых. Собственно, пара катушек Portre. Это была 400 и 160. И сейчас покажем, что из этого всего получилось. Спасибо, что вы здесь. .160 пленка отснялась. Сейчас ставим 400 и посмотрим, что будет на нее. Так как поставил 400-ю Portre, здесь стоит на 160-й, теперь на самом фотоаппарате выставлю светочувствительность 400. Теперь экспонометр, который в него встроен, будет рассчитывать все показатели, исходя из светочувствительности пленки 400. Пойдем попробуем. Не могу никогда пройти мимо каких-то увечий на автомобиле. Либо ржавый, либо облезлый. Всегда самая крутая фактура.
Не хочу экскурсию просто выводить в плане по... О, бирбокс. Коробка с пивом. Вот современный, ну, относительно современный, относительно тех Mustang 4. Вот здесь вот на любителя колеса, но что-то в этом есть. Такое, задний как будто под драк. Прикольно. Классно они все выглядят здесь по цветам. И композиция мне нравится, где одна машина, видно другие. Но поймать момент на выставке, чтобы не было людей, практически невозможно. Согласны? Да. Видите? Совсем согласна. Гош, нашел пару кадров, пойдем снимем. Здесь классно по цветам. 3 разных цвета. Очень красиво выглядит. Такое снимать одно удовольствие. Accountant like walk and talk and fry an egg. Memory is the chain that connects our past to our present. If it breaks, we're left untethered in Мечту стороны. Черное, зеленое вместе. Может, так они стоят еще прикольно друг относительно друга. Бро, давай делать кадр. Сейчас человек выйдет из-под капота. Кайф. Прикольно, да. Должен быть, по идее, по замыслу, только в фокусе 4.4.2. accountant like walk and talk and fry an egg. Memory is the chain that connects our past to our present. If it breaks, we're left untethered, incapable of leaving the present moment and unable to embrace the future. Memory helps make us who we are, whether recognizing loved ones, recalling past joys, or just remembering how to walk and talk and fry an egg. Memory is the chain that connects our past. О, все. Breaks. Untethered, incapable of leaving the present moment and unable to embrace the future. Вот такой получился результат с 2 пленок Portre на Mamiya 7 с автомобильного мероприятия. Какие я для себя сделал выводы? Это то, что, безусловно, есть нюанс в том, что очень много народу вокруг, довольно сложно выбрать момент, когда никто не будет мешать, когда не будет людей на фоне. Сложно снимать, например, крупные части машины или машины целиком, 2 автомобиля, стоящие на фоне какой-то стены, потому что обязательно вокруг них будет очень много людей. С мелкими деталями вполне получилось, мне кажется, неплохо. Я несколькими кадрами доволен очень сильно. И, наверное, еще такой нюанс, что этот объектив позволяет сфокусироваться самое близкое на расстоянии 80 сантиметров от линзы. То есть снимать какие-то совсем мелкие детали на него не получится. А там что-то такое хотелось, и мне лично не хватало, может быть, какого-то макрообъектива или вот таких возможностей. В остальном это действительно очень компактный, легкий вариант для того, чтобы снимать вообще в любых условиях. И в данном случае на людном мероприятии, в том числе, фотоаппарат показывает себя очень легко, очень легким в использовании. Вот примерно такой результат. Буду очень признателен вашим комментариям. Пишите, что вы думаете, что понравилось, что не понравилось. Если вам, в принципе, такой контент интересен, пожалуйста, ставьте лайки. Это помогает видео, чтобы его увидело большее количество людей. Это помогает каналу. Ну и плюс это приятно его создателям. Спасибо большое, что вы с нами. Скоро увидимся.